Ее нельзя не захотеть. Кто же это? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Ну и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И, конечно же, кто еще не смотрел другие мои видео, заходите в плейлисты. Ох, какие видео! Да там, в принципе, по названию даже все понятно. Ну и смотрим ваши энергии. Кто хочет записаться на личный расклад, телефон под видео. Для диагностики негатива тоже можете записаться по этому телефону. Ну и в очередной раз у нас вы показываетесь как человек семейный. Но не в том плане, что обязательно у вас сейчас семья. Нет, это то, что для вас семья стоит на первом месте. Это дом, это ваша крепость, да, это какие-то семейные традиции, это то, что вы человек не про гуляния, а вы больше домашний. Если брать, допустим, на чашу весов ставить, пойти где-то потусить, погулять, либо же побыть дома с семьей, да, то скорее вы выберете семью. И это даже скорее не про теперешнюю вашу ситуацию, потому что сейчас скорее я вижу много холостяков меня смотрит, больше одиноких людей, одиноких сердец. Ну, в общем, вы такой, да, потому что вы такой человек. Вам не нужны какие-то посиделки, они у вас были когда-то. Когда-то у вас их было очень много, даже более чем. Единственное, чего вам на сегодняшний день не хватает, это любви. Потому что это одиночество, которое сейчас у вас, у большинства есть, и даже причем может проиграться, что вы живете с женщиной, неважно, в гражданском браке, в официальном, но есть такое внутреннее ощущение одиночества. А хочется любви, хочется тепла, потому что у вас ощущение может быть, вот знаете, как будто ты один голый на морозе. Ну, простите за такое сравнение, но почему-то мне, не знаю, пришла такая информация, что вот как будто сирота, да, когда ты не получаешь ничего взамен, когда ты вроде бы стараешься для человека жить, а тебе ничего не дают взамен, да, это я сейчас про токсичные отношения, это вас, ну, настолько просто добивает, вот внутренне, да, это могут быть депрессивные настрои, что вроде бы рядом что-то и ходит кто-то, да, вот оно, почему-то мне оно хочется назвать, потому что это точно не женщина, которая любящая, заботливая. И почему вы с ней живете? Но опять же, это у каждого будут свои мотивы. Те из вас, которые, может быть, уже давненько в одиночестве, здесь это вообще не обсуждается, здесь вы уже, ну, как бы заледенели, да, вот душа заледенела, сердечко заледенело. И есть те, которые, да, в душе вроде бы вы хотите, вот вы мечтаете о любви, но с другой стороны вы не очень в это верите. Очень много разочарования, очень много какой-то внутренней тоски, очень много каких-то упаднических таких настроев. И давайте как раз сделаем маленький такой опрос по этому поводу. Вот напишите все, ребята, есть ли у вас все-таки надежда, что вы встретите ту самую единственную и неповторимую? Если нет такой надежды, если уже все вы поставили крест, тоже пишите. Для вас просто вот, ну, жизненно необходимо. Вот то, что я вижу, какой вы человек на самом деле, но для вас важна пара. Вот как эти два попугайчика-неразлучника, для вас очень важна взаимность, для вас важна поддержка. Человек для вас должен быть не просто, там, я не знаю, юбочка рядом ходит или платьишко в квартире, да, а человек, который будет и надежным партнером, да, и любимой женщиной, и другом, и любовницей, и это все в одном лице. Поэтому вы сейчас немножко разочарованы. Да даже не то, что немножко, а у кого-то может быть тотальное разочарование, опять же, у кого как проиграется, потому что не верите уже как-то и в любовь, не верите скорее женщинам. Не верите в то, что ваше такое вот сердечко, которое заледенело, что оно может когда-то снова отогреться и забиться все чаще. Вы человек мечтательный, вы вообще такой, знаете, вы, в принципе, вот какой-то даже наивный, я бы назвала. Хотя мужчины не очень-то любят, да, вот когда
видят их слабинку какую-то, вы не любите показывать слабинку. Ну вот просто мы сейчас ваши потайные души смотрим. Есть какая-то мечтательность, есть наивность, есть даже какие-то детские такие мечты, может быть, еще не воплотили вы в жизнь, но тем не менее вы мечтаете. Кстати, напишите, ребят, вот очень интересно всегда читать ваши комментарии. Может быть, действительно у кого-то из вас вот срезонирует, что какую-то детскую давнюю очень мечту вы еще не осуществили. Может быть, она еще у вас в планах. Может быть, вы к ней идете, к этой мечте. Напишите, всегда интересно читать ваши истории. Так, ну давайте-ка смотреть, кого же нельзя не захотеть, кто это появится. Ух ты, ну в принципе я даже не сомневалась. Смотрите, в вашей жизни появится женщина. Ох, красоточка, красоточка, да еще такая нежная. Вы посмотрите, вы с ней можете, ну легко и просто вот начать отношения. Потому что здесь идет скорее влюбленность, причем влюбленность очень такая неожиданная, резкая. Даже те, кто уже не верит в любовь, кто не ищет любовь, кто уже, может быть, поставил крест на себе, ребята. А здесь вы просто, ну, сначала вы, конечно, поведетесь на ее красоту, потому что вот она, ну вот как бабочка порхает, она легкая, она стройная, она моложе вас. Она очень легкая в общении, она мудрая, она умная, с ней можно поговорить, с ней интересно обсудить любые темы. Она одинокая. Ну вот реально, да, вот ее нельзя не захотеть. Вот ее нельзя не захотеть, потому что она манящая со всех сторон. Есть не какая-то сексуальность. Она нравится мужчинам, но в то же время она очень переборчивая. Она никогда не будет кидаться на первого встречного, она знает себе цену, потому что, ну, в общем-то, эта женщина очень достойная. Если вы все-таки рискнете пойти на отношения с этой дамой, а я вижу, что многие из вас все-таки рискнут, потому что, ну, опять же, сердечко затрепещет, как я уже сказала. Это будут отношения, в общем-то, те, о которых вы мечтали. И те из вас, которые, вот, может быть, какой-то период уже находитесь, ну, чуть ли там не отшельником, таким дом-работа, вы выйдете из своей такой норки, пещерки, из изоляции своей. И, ну, просто вот, как говорится, распрямите крылья. Вам захочется жить, вам захочется что-то делать, и тем более для этой женщины. Она настолько станет, вот настолько вашим не просто мотиватором станет, это будет какой-то, я не знаю, глоток воздуха, что ли. Потому что я вижу, есть среди вас те, которые абсолютно отчаялись. Да, хочется женщины, хочется любви, но вот почему-то отчаялись. Но это обычно проигрывается, я уже много раз говорила, когда у человека очень серьезная психотравма. Это психологические моменты, из которых кто-то быстро выходит, кто-то долго. Кому-то, может быть, психологическая помощь нужна. Всех по-разному. Это зависит и от состояния психики. У кого-то она более крепкая, у кого-то слишком ранимая, такая, знаете, которая может порваться, как струна от малейшего какого-то такого всплеска, от какой-то проблемы. Поэтому все очень индивидуально, но даже те, у кого уже такое вот отчаяние, кто уже ничего не хочет, ни во что не верит, здесь даже у вас сердечко ёкнет. С этим человеком вы будете как-то вот воплощать вот какие-то свои, опять же, еще давнишние мечты, ну, это по поводу, ну, скорее отношений, да, вот каких-то вот взаимоотношений в этом вашем мире двоих. То есть, к примеру, да, чтобы вот вы понимали, о чем речь. Если в прежних отношениях у вас, допустим, не было принято, что вы вместе, ну, по дому что-то делаете, да, вот, допустим, уборка, вместе убираете, это и веселей, и приятнее, и быстрее, и сближает, да, совместная деятельность, она всегда сближает людей. То с этой женщиной с легкостью вы будете все это делать. Если в прежних отношениях вы там еще что-то не делали, даже это интима может касаться, да, может быть, какие-то там у вашей женщины были
запреты, да, вот как это часто бывает. Это я не буду, это я не буду, это фу-фу-фу. И, ну, в общем, у каждой свои тараканы. То с этой женщиной, ну, даже ваш бобик будет вилять хвостом и визжать от счастья. Потому что, опять же, это будет, ну, такой классный супер тандем, когда женщина будет соглашаться и на какие-то ваши, там, я не знаю, эксперименты, фантазии. Вы будете тоже, если того, ну, потребуется, да, в такие вот моменты. Может быть, она что-то захочет поэкспериментировать, вы тоже будете соглашаться, потому что у кого-то из вас, вот, ну, скажу такие маленькие интимные моменты, в принципе, все взрослые люди, но были у кого-то из вас точно такие женщины, которые либо были слишком зажаты, либо с которыми точно было не до экспериментов, и которые, ну, в общем-то, чуть ли не любительницы позы бревна были, скажем так, деликатно, да? Многие из вас уже подзабыли, что такое разнообразие, да, в этом деле. Поэтому вот с этой дамой у вас будет разнообразие до безобразия. С этой женщиной, ну, с ней можно спокойно отправиться в разведку. Вот с этой женщиной можно быть уверенным в завтрашнем дне. Она своей какой-то вот такой житейской, женской мудростью, она будет порой вам помогать в каких-то таких ситуациях, в которых, возможно, вы будете теряться, да, у каждого это будет своя ситуация. Это могут быть любые ситуации, мы не привязываемся к ним. Просто вот своей мудростью, своей какой-то такой любознательностью, она много чего знает, и она сможет вам впоследствии подсказывать даже вот выход какой-то из, ну, из любой ситуации, в общем-то. Хоть мужчины этого и не любят, да, вот вы же сильные, вы же сами все любите решать. Но вот она порой будет вас мягко направлять. Что же еще будет у вас? Что же будет еще? Много будете с ней куда-то то ли ездить. Это может быть отдых, это могут быть какие-то даже прогулки там по местности, может быть по городу. Вы станете вот с ней, знаете, вот меньше заморачиваться. Даже те из вас, кто, может быть, в последнее время более нервный такой, вспыльчивый был, ну, от того, что вот жизнь такая, да, одинокая, там проблемы и так далее. Вот с ней вы более станете спокойным. С ней вы станете вот какой-то более душевный, что ли, да? Вы станете более, может быть, шебутной такой. Даже те из вас, которые могут быть серьезные такие, да, вот рассудительные. Опять же, поскольку это общий расклад, поэтому берите под себя, что кому подходит. Кто-то из вас может даже вот ходить, знаете, чуть ли не в парк аттракционов, если он у вас есть, но, может быть, вы поедете куда-то. И как в молодости, либо как в детстве, вы можете кататься, там, дурачиться, шалить на этих качелях, да, кушать эту сладкую вату, мороженое. Ну, то есть вот с чем-то это связано вот из прошлого, то, что вы чудили в прошлом, в детстве, может быть. Это женщина, которая будет стараться вас не огорчать. Вот она будет стараться какие-то, ну, только такие теплые, хорошие вести вам нести. Даже если вот у нее будет какая-то неприятность, вот почему-то она будет настолько вот беречь ваши нервы и вашу психику, что будет то ли как-то завуалировано, то ли, ну, как-то это мягко все преподносить, чтобы вас не расстраивать. Она даже не думает о том, что, может быть, вы можете ей помочь, да, может быть, что-то подсказать. Вот настолько у вас будут теплые, такие взаимные, трепетные отношения, что вы будете просто беречь друг друга от каких-то неприятностей, понимаете? Вот, ну реально, вот это расклад сегодня, вот у меня лично, я не знаю, как у вас, конечно, но у меня просто до мурашек. От такого трепета. Вы не представляете, ну просто идет такая потрясающая энергетика. Это бывает, к сожалению, редко. Вот такая энергетика, очень теплая, очень такая, я не знаю, трепетная. Напишите, ребят, у вас есть мурашки там, либо вот какие ощущения, когда вы вот слушаете это. Очень, очень душевные отношения, очень, очень теплые, гармоничные. Как много людей об таких отношениях мечтают, да? Как-то вот и радостно, и грустно одновременно.
Хочется, чтобы все были счастливы. Какая потрясающая карта только что выпала, да? Любовь, любовь, взаимная лебединая любовь, да, у нас выпала. То есть, ребят, это даже не обсуждается. Смотрите, у кого-то может из вас проиграться. Смотрите, ну так, это маленькое предостережение. Если у кого-то вот во время ваших вот этих вот новых отношений активизируется бывшая, это исключительно будет такая специальная какая-то активизация, да, я не знаю даже как назвать. Это специально человек снова решит проявиться в вашей жизни, вот только потому, чтобы как-то напакостить. Когда она узнает, неважно как, через друзей, приятелей, через фотографии в соцсетях, увидит, может быть, вас вдвоем с женщиной, как вы счастливы, как угодно, узнает, но она попытается тем или иным способом вам как-то вот навредить вашим отношениям. Поэтому старайтесь держаться от нее подальше. Старайтесь вообще вот свои новые отношения сразу не афишировать. Я уже это много раз говорила, что хотя бы вот первые месяцы, когда у вас будут новые отношения, когда вы будете счастливы, вот берегите этот мир двоих, потому что могут вредить. Зависть – это тоже вред. Это энергетический вред, понимаете? Поэтому вот именно от бывшей держитесь подальше. Но здесь скорее касается тех бывших, которые готовы напакостить, с которыми вы конфликтно разошлись, которые вот с вами в таких тяжелых отношениях. Потому что бывают, опять же, это общий расклад, не забывайте, бывают отношения, когда люди расходятся, но кто-то даже дружит, кто-то нормально общается, да. Так это именно про тяжелые такие расставания, про женщину, которая злится на вас, которая готова пакостить. Вот это у этих ребят может проиграться. Вам захочется расти еще, ребят, вот рядом с этой женщиной, возможно, потому что вы будете, ну, опять же, кто-то из вас, да, будет чувствовать, что, может быть, вы немножко вот по знаниям не дотягиваете, да, может быть, вы не такой любознательный всегда были, как она, может быть, вы не разбираетесь в каких-то моментах, вот, ну, поднимаете тему какую-то с ней в разговоре, и она что-то вам рассказывает, а вы понимаете, что елки-палки, а я в этом не шарю, а я не знаю. Поэтому, ну, это не комплексы будут. Это будет такое, знаете, просто ощущение, что елки, нужно с этим что-то делать. Нужно хоть почитать об этом, что это такое, чтобы хотя бы быть в курсе дела и банально поддержать разговор. Поэтому кто-то из вас будет более даже, ну, вернее, станет более любознательным, может быть, будете больше читать, будете как-то больше всесторонне развиваться, да. Может быть, кто-то из вас даже начнет чуть ли не книжки читать, просто чтобы не комплексовать рядом с этой умной такой одаренной женщиной. Поэтому, мои хорошие, в общем-то, я за вас рада. Эту женщину нельзя не захотеть. Она потрясающая во всех смыслах этого слова. И чего я вам всем желаю, чтобы вы поскорее встретили такую женщину, с которой вам захотелось жить, любить и творить. Ну а кому понравился сегодня расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!